Добрый вечер, дорогие друзья. С вами юрист Валерий Табаков. Друзья, давайте еще раз затронем очень важную тему для всего украинского общества. Тема такая. Если мы проанализируем происходящее в нашей стране с точки зрения права, то мы можем почувствовать растущее возмущение и глубокую горечь. Друзья, создается очень четкое, тяжелое и крайне неприятное впечатление. Власть умело и цинично купила значительную часть националистически настроенных сил именно вопросом мовы. Под громким патриотическим прикрытием защиты украинского языка, под лозунгами о национальной идентичности и борьбе с русским миром они продолжают безнаказанно воровать, разрушать государственные институты изнутри, разворовывать бюджет и искусственно раскалывать украинский народ на враждебные лагеря. Это не просто эмоции, это холодный юридический и политический анализ, к которому я пришел, наблюдая за процессами уже много лет. Власть и связанные с ней олигархические круги прекрасно поняли простую формулу. Пока общество кипит в эмоциональной языковой войне, пока люди тратят силы на взаимные обвинения в непатриотичности, можно спокойно продолжать старые коррупционные схемы. Миллиарды гривен исчезают. Оборонные деньги осваиваются. Суды остаются инструментом влияния. А реальные реформы тонут в болоте. Давайте разберем эту разрушительную, причинно-следственную цепочку. Максимально подробно и честно, чтобы каждый из вас увидел, как именно это работает. Первое звено цепи. Власть остро нуждается в постоянном отвлечении общественного внимания от своих системных провалов. Реальные проблемы Украины сегодня – это тотальная коррупция на всех уровнях. Разворовывание государственных средств, особенно в обороне, строительстве и энергетике. Полная неэффективность управления. Катастрофический отток квалифицированных кадров. И падение уровня жизни большинства граждан. Что делает власть? Она что? Дает народу водку? Алкоголь? Нет. Она бросает обществу яркую, эмоционально заряженную кость. Радикальную защиту и продвижение мовы любой ценой.
Часть националистических активистов, организаций и политиков с огромным энтузиазмом эту кость глодают. Им дают ощущение того, что именно они – это совесть нации. Это главные защитники украинскости. Им разрешают и даже поощряют требовать новых запретов, квот, проверок, увольнений за язык, доносов и публичной травли. Прямое следствие: общество искусственно поляризуется, энергия людей уходит не на контроль над властью, не на борьбу с коррупцией, а на внутренний конфликт, кто правильный украинец, а кто нет. Пока мы спорим о языке в кафе, в школах, в интернете и на улицах, настоящие коррупционеры в кабинетах продолжают спокойно пилить бюджет. Теперь конкретно о просьбе осветить вопрос, как введение новых языковых ограничений для русскоговорящих способствует росту экономической преступности. Здесь эта связь четкая и причинно-следственная. Итак, пример первый. Вводятся все новые ограничения в сфере обслуживания, бизнеса, рекламы, документооборота и образования. Русскоязычные предприниматели и компании, а их особенно много на востоке и юге страны, сталкиваются с дополнительными расходами, штрафами, проверками и административным давлением. Что происходит дальше? Часть бизнеса уходит в тень, чтобы избежать этих издержек и бюрократического террора. Теневая экономика растет. А теневая экономика – это идеальная питательная среда для экономической преступности. Уклонение от налогов в особо крупных размерах, отмывание средств, двойная бухгалтерия. Пример 2. Когда языковые инспекции и омбудсмены активно фиксируют нарушения, а их количество только растет, бизнесмены понимают, лучше не спорить с системой, а договориться. Вместо того, чтобы инвестировать в развитие, они тратят ресурсы на взятки проверяющим, крышам и чиновникам, чтобы те закрыли глаза на языковые вопросы. Таким образом, новые языковые ограничения напрямую генерируют коррупционные потоки. Чем больше ограничений, тем больше поводов для вымогательства взяток. Пример 3. Русскоязычные регионы традиционно были мощными промышленными и экономическими центрами. Когда их жителей и бизнес постоянно ставят в положение подозреваемых в нелояльности из-за языка, происходит отток капитала и квалифицированных специалистов. Инвесторы, в том числе внутренние, предпочитают регионы, где меньше идеологического давления. Экономика этих областей слабеет, как следствие налоговые поступления падают, отсюда власть компенсирует дефицит бюджета новыми поборами и коррупционными схемами в других секторах. Замкнутый круг. Языковой прессинг, экономический упадок регионов, рост общей
коррупции для затыкания дыр. Пример 4. Пока активисты устраивают скандалы вокруг русскоязычных вывесок в Одессе, Харькове или Днепре, в то же самое время миллиарды гривен бесследно исчезают из оборонных закупок, энергетического сектора и восстановления инфраструктуры. Коррупционные скандалы в энергетике, строительстве и земельных отношениях продолжают сотрясать страну, а внимание общества искусственно переключается на языковой вопрос. Причина и следствие здесь очевидны. Чем сильнее языковая истерия, тем меньше общественного контроля за реальным воровством. И 5. Предположим, кого-то уличили в воровстве. Тут граждане Украины начинают вопить: «Держите вора!» Для того, чтобы заткнуть этот голос обличителя, власть приказывает националистам заткнуть этого обличителя. И националисты это делают. Они затыкают этого обличителя, а власть может тогда спокойно продолжать воровать. Замкнутый круг. Многие националисты вместо того, чтобы стать настоящей силой общественного контроля над властью, сами превратились в удобный инструмент этой власти, в пешку. Им дали возможность громко кричать, мочить несогласных, чувствовать себя важными, гидными, а взамен они часто закрывают глаза на коррупцию, непотизм и бездарное управление. Я как юрист вижу это особенно отчетливо, когда главным критерием лояльности гражданина становится не его готовность защищать страну, платить налоги, соблюдать законы и работать на благо Украины, а то, на каком языке он говорит дома или в кругу семьи. Это прямой путь к разделению народа на сорта. Это ослабляет в результате государство изнутри. Каковы реальные последствия, которые мы наблюдаем уже сейчас? Значительная часть русскоязычных граждан, которые продолжают воевать на фронте, волонтерить, платить налоги и хоронить своих близких, чувствуют себя людьми второго сорта. Вместо сплочения вокруг общих национальных интересов, безопасность, борьба с коррупцией, экономический рост, общества тратит силы на взаимную вражду. Коррупция остается на высоком уровне. Украина по индексу восприятия коррупции Transparency International все еще находится в нижней части списка, потому что настоящего общественного давления на власть нет. Все внимание отвлечено. Друзья, и особенно те, кто считает себя националистами, патриотами и при этом сохранил способность критически мыслить, пора открыть глаза. Ваш искренний патриотизм и любовь к Украине умело используют против вас самих и против будущего страны. Вам позволили громко говорить о языке, истории и идентичности, чтобы в это время продолжать красть и удерживать контроль над ресурсами. Настоящий взрослый национализм сегодня должен заключаться не в бесконечных языковых запретах и делении граждан по языковому признаку, а в строительстве сильного,
справедливого, неподкупного и эффективного государства. Государство, где если воруют, то сидят. Где суды решают по закону, а не по звонку. Где армия получает все необходимое, а не остатки после откатов. Где все граждане, независимо от языка общения, чувствуют себя равноправными хозяевами своей страны. Мой главный вывод как юриста и гражданина. Нам жизненно необходимо отбросить этот искусственный, навязанный и крайне вредный мовный конфликт и объединиться по признаку гражданства. Все, кто считает Украину своей единственной родиной, все, кто готов ее защищать с оружием в руках или трудом восстанавливать после разрушений и требовать от власти честности и результата. Украиноязычные и русскоязычные. Жители западных областей и восточных. Фронтовики и тыловики. Мы все находимся в одной лодке под названием Украина. Если мы не сделаем этого шага сейчас, нас будут продолжать стравливать снова и снова под новые языковые законы, под новые инспекции, под новые скандалы и истерики в медиа. А в это время страну будут медленно, но верно разворовывать под аккомпанемент красивых патриотических гимнов и высоких лозунгов. Я открыто и жестко заявляю: хватит. Хватит быть пешками в чужой грязной игре. Хватит позволять власти прятаться за ширмой защиты украинской идентичности, в то время как она разрушает фундамент государства, доверие народа, верховенство права и экономическую основу. Пора требовать главного – реальной, а не показной борьбы с коррупцией на всех уровнях. Персональной ответственности чиновников за каждый украденный или неэффективно потраченный денежный знак. Единство не по языку, а по общей цели – построение сильной, богатой, справедливой и безопасной Украины для всех ее граждан. Друзья, если вы тоже устали от этого бесконечного цирка разделения и отвлечения внимания, если вы понимаете, что нас сознательно стравливают, чтобы легче было воровать, поддержите это видео лайком. Напишите в комментариях свое честное мнение. Особенно жду откликов от национально ориентированных людей, которые еще способны поставить интересы реального государства выше идеологических амбиций и языковых баталий. Самое время начинать говорить правду громко, без страха и самообмана. С вами был юрист Валерий Табаков. Думайте своей головой. Ставьте интересы украинского общества и каждого ее гражданина выше всего.
Берегите себя и свою страну. Спасибо, что были со мной до конца. До новых встреч.